Отпуск можно проводить по-разному. Можно греться под ярким южным солнцем, бродить по живописным местам, скользить на байдарке по водной глади или отдыхать в поезде. Ну что, какой отдых в поезде? Самый настоящий. Такие специальные поезда организует ВЦСПС. Маршрут и распорядок этих путешествий заботливо продуман. На местах туристов ждут интересные экскурсии, удобные автобусы, вкусная еда. А как решен вопрос с жильем? Очень просто. На специально оборудованных стоянках к вагонам должны подключаться электричество, водоснабжение и канализация. Получается удобная и комфортабельная гостиница на колесах. Прекрасно. Ну, а куда можно поехать на таком поезде? О, красивых мест у нас много. Выбирайте. Ну, я бы поехал во Владимир. Побродить по старому городу, посмотреть уникальные памятники русского зодчества. Нет, вот как раз во Владимир нельзя. А в Архангельск? Посетить заповедник северной деревянной архитектуры. В Архангельск тоже нельзя. А в Вильнюс можно? Полюбоваться на редчайшие памятники готики. И туда нельзя. Да что это такое? Туда нельзя, сюда нельзя. Почему? Дело в том, что Министерство путей сообщения не предусмотрело в этих городах специальных стоянок. И туристские поезда там не останавливаются. Понятно. Значит, туда нельзя? Да. Ну, а куда можно? О, куда хотите. Например, на Кавказ. Прекрасный маршрут. Пятигорск, Баку, Тбилиси. Посмотрели Пятигорск, побывали на горе Машук, теперь... В Баку? Нет, сразу в Тбилиси. Но почему? На этот вопрос вам лучше ответит начальник азербайджанской дороги, товарищ Багиров. У нас пока места постоянной остановки туристических поездов нет. Замечательный город Баку. Но для туристов он останется в памяти вот таким. Да, не повезло этим туристам. Им еще повезло, ведь здесь Кавказ, тепло. А вот работникам треста Горремстрой из Новосибирска было куда хуже. Туристы терпели такое, температуру минус 15-16 градусов в вагоне, часов 10 до Новокузнецка. В Новокузнецке возмутились и потребовали остановить поезд. Многие взяли с собой детей, но не выдержав жутких условий и холода, и отсутствия воды, и горячей пищи, вернулись обратно с полпути. Этот случай не единичный. Говорит начальник управления транспортных путешествий товарищ Короленко. Такие факты стали частым явлением, когда неисправные, морально устаревшие пассажирские вагоны включаются в туристские поезда. Посмотрите, вот эти папки полностью набиты жалобами трудящихся на плохое их обслуживание в пути. Часто срывается четко продуманный график путешествий. Видите, ждут экскурсионные автобусы, ждут официанты, а туристский поезд опаздывает на 5 часов. Ничего, успею, только придется поторопиться. Вот так. Быстро слезли, быстро сели, быстро поели, быстро посмотрели и быстро поехали дальше. Ну, знаете, у меня просто слов нет. Зато они есть у заместителя начальника главного пассажирского управления МПС товарища Торбы. Я думаю, тот, кто приобрел путевку для путешествия на туристском поезде, никогда не пожалеет об этом. Мы тоже так думали, пока не совершили путешествие по одному из маршрутов. Теперь мы думаем, что после такого отдыха людям надо обязательно отдохнуть еще раз.